Здравствуйте, многоуважаемые зрители нашего канала. Сегодня мы будем готовить узбекский плов. Я покажу вам самый простой вариант приготовления этого знаменитого блюда. Если вы хотите научиться готовить настоящий узбекский плов, тогда смотрите это видео до конца. Итак, начнем. Первым делом нужно выбрать хороший рис. Сегодня я буду готовить плов из риса лазер. Для плова нужно выбирать рис, в котором содержится как можно меньше крахмала. Крахмалистость риса можно проверить, просто сжав его в руках. Если крахмала много, то он остается в виде пудры на руках. Итак, для жарки я возьму 200 грамм растительного масла. Говяжью мякоть я уже заранее порезал средним кубиком, так она быстрее прожарится. Также в плов я буду добавлять 200 грамм курдючного жира. 100 грамм я заранее порезал средним кубиком. Другие 100 грамм я буду варить в зирваке. Красную морковь я порезал длинной соломкой. Желтую морковь я порезал средними брусочками. Лук я нашинковал полукольцами. Также заранее я замочил нахат. Из специй у меня 2 чайные ложки молотой зры, 3 чайные ложки цельной зры, 2 чайные ложки молотой паприки, 1 чайная ложка молотого черного перца. Соль я буду добавлять по ходу приготовления. Итак, первым делом нужно хорошенько промыть рис. Промывать рис будем в теплой воде, периодически сливая мутную воду. Перетирать рис в руках не нужно, иначе он у вас поломается. Рис нужно просто слегка приподнимать в воде. Как только посуда наполнится мутной водой, воду мы сливаем. Подобную процедуру нужно будет повторить 6-7 раз. В 7-й раз сливаем мутную воду. В конце наполняем рис теплой водой и добавляем 3 чайные ложки соли. Соль даст крепость нашему рису. Убираем рис настаиваться в воде в течение 1 часа. За это время рис полностью раскроется и быстрее приготовится. Теперь переходим к приготовлению зирвака. Ставим казан на газ и включаем сильный огонь. В сухой казан наливаем 200 грамм растительного масла. Также заранее я поставил нагреваться 1 чайник воды. Горячую воду в последующем мы будем наливать в зирвак. А пока ждем, когда масло хорошенько прогреется. В разогретое масло добавляем 100 грамм курдючного жира. Нам нужно вытопить небольшое количество бараньего жира в масло. Так плов станет еще вкуснее. Вытопленные шкварки нужно убрать. Теперь будем ждать около 5-6 минут, когда масло очень сильно накалится. Когда от масла начнет идти дымок, это послужит нам сигналом к началу жарки лука. Отправляем в лук в раскалившееся масло. В этом варианте приготовления плова первым будет жариться лук, а уже только потом будем добавлять мясо. Сразу перемешивать лук не нужно, иначе он у вас будет тушиться, а не жариться. Закинули лук и оставили его ровно на 2 минуты. Через 2 минуты слегка помешайте лук и оставьте его жариться еще на 5 минут. Соблюдаем эту процедуру еще около 2-3 раз. Когда лук начнет чернеть, будем добавлять мясо. Закинули мясо и ничего не перемешиваем, пусть лук дальше жарится. Мясо, в свою очередь, за это время покроется хорошей корочкой с одной стороны. Через 3-5 минут
перемешаем мясо с луком. Чем темнее вы зажарите лук, тем насыщеннее будет цвет у плова. Если вы хотите, чтобы плов у вас получился темным, то жарьте лук до черноты. Еще через 3-5 минут помешаем мясо. Активно мешать мясо тоже не стоит, иначе оно опять-таки будет тушиться, а не жариться. А нам нужно зажаристое мясо с сочной начинкой. Спустя 15 минут жарки мяса добавляем морковь. Первое я буду добавлять желтую морковь, потом буду добавлять красную морковь. Но вообще особой разницы нету, какую морковь вы будете добавлять первой. Можно даже их смешать и добавлять все вместе. Оставляем тушиться морковь в течение 3-5 минут. Спустя 3-5 минут жарки перемешиваем морковь, мясо и лук. Перемешанные овощи и мясо оставляем тушиться еще в течение 3-5 минут. Спустя 3-5 минут еще раз перемешиваем морковь, мясо и лук. И опять оставляем тушиться в течение 3-5 минут. И только теперь, спустя 3-5 минут и хорошенько перемешав овощи с мясом, мы будем солить наш будущий зирвак. Добавляем 2 чайные ложки с горкой мелкой соли. Сверху засыпаем заранее намоченный нахат и оставляем тушиться в течение 3-5 минут, ничего не перемешивая. Спустя 3-5 минут, когда соль начнет таять, мы перемешиваем овощи и мясо. Теперь засыпаем наши молотые специи, черный перец, паприку, а также зру. Засыпав специи, все хорошенько перемешиваем. Оставляем тушиться овощи и мясо еще в течение 3-5 минут. Спустя 3-5 минут все хорошенько перемешиваем и наливаем заранее нагретую воду. Заливать воду будем методом, который принят в Средней Азии. Воду будем пропускать через половник. Таким образом вода равномерно будет распределяться по всему казану. А заодно вы помоете половник в кипящей воде. Воды наливаем столько, чтобы она примерно на полсантиметра покрывала овощи и мясо. Выглядеть должно примерно вот так. Как только вода в зирваке закипит, нужно убавить огонь на минимум и тушить в течение 35-40 минут. Также мы добавляем 2 чайные ложки соли. Зирвак должен быть слегка пересоленным, но переживать из-за этого не надо, лишнюю соль возьмет в себя рис. Теперь закладываем в зирвак курдючный жир. Он будет тушиться в нашем зирваке в течение 35-40 минут. Спустя 15 минут тушения зирвака я добавил почищенный чеснок, так он быстрее сварится. Чеснок я добавил чисто для вкуса. Приготовленный чеснок даст свой неповторимый аромат в плове. Когда чеснок сварится, убираем его из казана вместе с курдючным жиром. Пришло время закладывать рис.
Слегка утрамбовав овощи и мясо, закладываем сверху заранее замоченный рис. Убираем подгорелый лук, который остался на стенках казана. Разровняв рис, заливаем его водой, пропущенной через половник. Воды я наливаю на глаз. Она будет примерно на полсантиметра покрывать рис. Слегка разравниваем рис. Теперь сверху засыпаем цельную зру и включаем огонь на самый максимум. Крышку казана я не закрываю, я буду ждать, когда выпарится вся вода. Спустя 3-5 минут активного выпаривания воды я слегка перемешиваю рис. Все это время огонь я не убавляю. Спустя еще 3-5 минут активного выпаривания воды я собираю рис горкой. Теперь при помощи ложки нужно проделать в рисе 5-6 отверстий. Во-первых, так мы увидим, сколько воды еще осталось в рисе, а во-вторых, так вода быстрее выпарится. Все это время казан крышкой я не закрываю. Спустя еще 3-5 минут нужно слегка перемешать рис. Перемешанный рис опять собираем горкой. Теперь по рису нужно похлопать половником. Если рис будет издавать хлюпающий влажный звук, то значит в рисе еще есть вода. Если же звук будет сухой и упругий, то значит вода из зирвака выпарилась до конца. А это значит, что казан можно накрывать крышкой и парить рис до готовности. Когда вся вода из зирвака выпарилась, можно накрывать казан крышкой и убавлять огонь на самый минимум. Через 2-3 минуты нужно перемешать запаренный рис и попробовать его готовность. Если же рис еще сырой, то нужно еще парить его под крышкой в течение 2-3 минут. При этом огонь должен быть на самом минимуме. Через 2 минуты еще раз переворачиваем рис. Все,
Наш плов готов. Выключив газ, оставляем настаиваться наш плов еще в течение 10-15 минут. Выкладывая плов, не рекомендуется его сразу перемешивать. Иначе можно поломать морковь и превратить ее в кашу. Плов нужно выкладывать слоями, чередуя рис и морковь с мясом. Также обращаю ваше внимание, что в правильно приготовленном плове дно казана не должно быть пригорелым. Наш плов готов. Приятного аппетита! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, а также оставляйте комментарии. Пока!